Ноябрь в Екатеринбурге– это не просто холод. Это сырость, которая залезает под куртку и остается там до самой весны. Дождь в такую погоду не идет, он висит в воздухе мелкой взвесью, оседает на лице, на стеклах машин, на асфальте, который уже не сохнет месяцами. Виктория Андреевна Соколова ехала домой после 12-часовой смены. Было начало первого ночи. На переднем сиденье лежала недоеденная шаурма. Она купила ее в ларьке у больницы 3 часа назад и так и не успела съесть нормально. Съела 2 куска стоя, между 2 операциями запила холодным кофе из бумажного стакана. Ей было 42 года. Кардиохирург. Заведующая отделением в городской клинической больнице номер 7. Коллеги за глаза называли ее «Железная Вика». Не со злобой, скорее с уважением. Она не опаздывала, не нервничала на операциях, не повышала голос на ординаторов, даже когда те делали глупости. Просто смотрела, и от этого взгляда становилось понятно все без слов. Муж ушел 6 лет назад. Сказал, что не может жить с человеком, которого никогда нет дома. Она не спорила, потому что он был прав. Дочь Алина, 20 лет, учится в Москве на архитектора, звонит раз в неделю, иногда реже. Квартира на Уралмаше. 3 комнаты, в которых Виктория бывает только чтобы поспать. Зубную щетку она держала в ординаторской, на всякий случай, когда смена затягивалась за полночь и ехать домой не имело смысла. Виктория Андреевна жила работой. Это не пафос и не самоотречение. Просто так получилось. И она давно перестала думать, хорошо это или плохо. Было, как было. Руки у нее не дрожали, зрение было острым, голова ясной. Этого ей хватало. Он стоял на остановке на улице Посадской. Виктория увидела его в свете фар. Сначала просто темный силуэт. Потом, когда притормозила перед светофором, разглядела подробнее. Мужчина лет 60, может, чуть моложе. Сложно было сказать. Пальто когда-то было хорошим. Темно-синее, с широкими лацканами. Такие носили в 90-х. Сейчас промокло насквозь. Обвисло. Под ним свитер крупной вязки. Тоже мокрый, прилип к плечам. На ногах ботинки, правый, кажется, треснул по шву. Вода хлюпала при каждом шаге. Это было видно даже издали потому, как он переступал с ноги на ногу. Он не голосовал, стоял просто так. Не под навесом остановки, а рядом, будто забыл, что навес вообще есть. Смотрел в никуда. Виктория отвела взгляд, переключила передачу. Светофор дал зеленый. Она проехала метров 200, остановилась, потом медленно сдала назад. Сама не могла объяснить, почему. Может, потому что дождь в эту ночь был особенно противным. Может, потому что она сама только что провела 12 часов на ногах и знала, как это, когда тело уже не слушается, а ноги идут только по привычке. Может, просто потому что рядом не было других машин, и если не она, то никто. Она опустила стекло. Холодный воздух влетел в салон, и запах мокрой одежды, земли, какой-то безнадежности. «Куда вам нужно?» Он посмотрел на нее. Долго, как будто не сразу понял, что говорят ему, а не кому-то другому. Потом ответил тихо, почти без интонации. «Никуда. Садитесь, довезу до тепла хотя бы». Он не спорил, открыл заднюю дверь, сел аккуратно. Постарался не особо намочить сиденье, хотя это было бессмысленно. Он был мокрым насквозь. Двигался медленно, но уверенно. Виктория включила печку на максимум. Есть где переночевать? Молчание. Потом найду. Она покосилась в зеркало заднего вида. Лицо у него было спокойное, не затравленное, не пьяное, просто усталое. Очень усталое, как бывает у людей, которые устали не за один день,
а за несколько лет. Руки сложены на коленях, пальцы длинные, ухоженные когда-то. Сейчас с въевшейся грязью под ногтями, но сами пальцы тонкие, почти изящные. Нерабочие руки. Виктория вспомнила про шаурму на переднем сиденье. «Возьмите, я все равно уже не буду». Он взял. Ел медленно, аккуратно, не торопясь. Не жадно, хотя, судя по всему, ел нечасто. Не крошил, не чавкал. Как человек, которого когда-то учили есть за столом. Они ехали молча минут 20. Дождь усилился. Виктория включила дворники на максимальную скорость. Они скребли по стеклу с противным ритмичным звуком. «Как вас зовут?» — спросила она. Не из вежливости, просто захотелось знать. «Михаил». «Виктория». Больше она ничего не спрашивала. Он тоже не говорил. Виктория довезла его до круглосуточного кафе «Уют» на улице Сортировочной. Там было тепло, горел желтый свет. И хозяева, она знала, не гнали людей сразу, особенно в такую погоду. «Вот», — она протянула ему 500 рублей. «На чай и что-нибудь поесть». Он взял деньги. Посмотрел на нее, и первый раз за всю дорогу что-то мелькнуло в его глазах. Неблагодарность даже, что-то другое, что-то похожее на удивление, как будто он давно не помнил, что люди могут вот так. Просто остановиться, протянуть деньги, без ничего взамен. «Спасибо», — сказал он, и вышел. Виктория смотрела ему вслед, пока он не скрылся за стеклянной дверью кафе. Потом поехала домой. Думала об этом еще минут 5. Потом перестала. Впереди был завтрашний день, а значит, снова ранний подъем в 6 утра. Утром она заступила на смену в 8:30. Первым делом — обход. Потом разбор вчерашних результатов с ординаторами. Паша Тимофеев, 27 лет, 2-й год ординатуры, хороший парень, иногда слишком нервный, доложил по 2 пациентам после операции. Оба в норме. Виктория кивнула, сделала пометки в карте. В 9:05 зазвонил телефон из приемного покоя. «Виктория Андреевна, привезли экстренного. Мужчина, предположительно, 65 лет, без сознания. Нашли на улице около 6 утра. Гипотермия на фоне переохлаждения. Предположительно, острый инфаркт миокарда. Документов нет, полиса нет. Везите в реанимацию. Иду». Она мыла руки у раковины в ординаторской, когда в дверь просунулась голова Паши. «Виктория Андреевна, там сложно. У него нет ни полиса, ни паспорта. Администрация говорит, что без документов они не могут оформить госпитализацию официально. И...» «Паша», — перебила она ровно, не повышая голоса. «Он живой?» «Пока да. Тогда везите в операционную. Остальное потом». Паша исчез. Виктория дотерла руки, бросила полотенце в корзину, пошла в реанимационный бокс. Там уже суетились медсестры. Ставили капельницу, снимали ЭКГ. Один из молодых врачей что-то диктовал в телефон. Монитор пикал. Давление 70/40. Виктория зашла, посмотрела на монитор, потом на пациента и остановилась. Медсестра Оля потом говорила коллегам, что Виктория Андреевна просто замерла на несколько секунд. Не выронила ничего, не ахнула. Просто стояла и смотрела на человека на каталке. Лицо у нее при этом, говорила Оля, стало совсем белым, не испуганным, скорее как у человека, который вдруг понял что-то важное, и это что-то не укладывается в голове. На каталке лежал он, тот самый мужчина с остановки, с синими губами, с кислородной маской на лице, с датчиками на груди. Мокрое темно-синее пальто срезали ножницами и бросили в угол. Оно лежало там мокрым комком. Свитер тоже срезали. На груди следы от попытки реанимации на улице. Синяки от компрессий. Виктория подошла ближе.
Посмотрела на лицо, спокойные закрытые глаза. Бледность. Посмотрела на руки, длинные пальцы с теперь потемневшими ногтями. Капельница в сгибе локтя. 5 часов назад она везла его в машине и давала ему шаурму. «Готовьте операционную», — сказала она ровно. «Будем оперировать». «Виктория Андреевна, администрация еще не...» Я сказала: «Готовьте операционную». Операция длилась 3 часа 20 минут. Аортокоронарное шунтирование не самое простое, даже для опытного хирурга. 3 сосуда поражены. Сердце останавливали дважды. Аппарат искусственного кровообращения гудел ровно. Операционная пахла стерильностью и озоном. На 2-м часу давление упало так, что анестезиолог Дима Кравцов негромко произнес «Держимся». Это был его способ предупредить, что ситуация становится критической, без лишней паники. Виктория держалась. В операционной она не думала ни о чем постороннем. Этому она научилась еще в ординатуре, в первые годы, когда голова еще пыталась отвлекаться. Научила себя: есть сердце, есть руки, есть задача. Все остальное существует отдельно и подождет. Она работала спокойно, точно, без спешки, которая в таких операциях губит людей. Паша ассистировал. Молчал только когда надо было. Подавал инструменты, держал, оттягивал. Научился читать ее руки, без слов. В 3 часа дня мужчину перевели в реанимацию. Стабильный, живой. Виктория вышла в коридор, сняла маску, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза на несколько секунд. Паша поставил рядом на подоконник кофе, не спрашивая, молча, и тихо ушел. Хороший парень. Она пила кофе и смотрела в окно на серый больничный двор. Голые деревья, лужи, мокрая скамейка. Думала о том, что 5 часов назад он сидел в ее машине и ел шаурму, что она отвезла его к кафе и уехала, что если бы он зашел туда и остался там до утра, может, ничего бы не случилось, а может, случилось бы в другой раз, в другую ночь. Сердце не спрашивает, есть ли рядом кто-то. Она не думала о том, что это судьба или знак. Она вообще не верила в такие вещи. Для этого нужна вера в то, что у судьбы есть план, а у нее такой веры не было. Просто факт. Она остановилась. Он сейчас живой. Не остановилась бы. Нашли бы утром на остановке. Все. Допила кофе. Поставила стакан на подоконник. Пошла смотреть следующего пациента. Он пришел в сознание на 2-е сутки. Поздно вечером, почти в полночь, когда в реанимации было тихо. Виктория зашла не по расписанию. Просто проходила мимо. Возвращалась после операции. Медсестра Оля дежурила у поста. Увидела ее, кивнула на палату. «Ваш проснулся». Виктория поморщилась от слова «ваш». Что-то в нем было неправильное, но промолчала. Она подошла к его кровати. Он лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок. Услышал шаги, медленно повернул голову. Узнал ее сразу. Это было видно, что-то изменилось в глазах. Не удивление, что-то спокойнее. «Это вы», — сказал он. Голос сиплый, слабый, но тот же самый, без интонации вверх, без вопроса. Просто констатация. «Я. Как вы себя чувствуете?» «Живой», — сказал он. Пауза. «Это, видимо, не случайно. Видимо. Вы понимаете, где находитесь?» «В больнице». Пауза. «Вы меня оперировали». «Да». Он помолчал, смотрел в потолок. Потом сказал тихо. Не с упреком, не с горечью. Просто не нужно было. Виктория не сразу ответила. Посмотрела на него внимательно. Без осуждения. Без жалости, которая обычно меняет голос и взгляд. Просто смотрела. «Это моя работа», — сказала она наконец. «Как вас зовут полностью?» «Михаил Сергеевич». «Фамилия?» Пауза. «Громов». «Михаил Сергеевич, вам нельзя много говорить. Отдыхайте. Завтра поговорим». Она вышла,
в коридоре остановилась. «Не нужно было», — сказал человек, которого она только что вытащила с того света. Без злобы, без депрессии в клиническом смысле, это она умела отличать. Просто как факт, он бы предпочел, чтобы не вмешивались. Это ее зацепило. Она долго думала, почему, потом поняла. Потому что в этом «не нужно было» не было ни капли жалости к себе. Это был человек, который просто сделал выводы о своей жизни и принял их. Принять такое и не сломаться при этом, для этого нужен какой-то внутренний стержень, который не гнется. Она видела людей, которые ломались от куда меньшего. На следующий день она зашла снова, принесла яблоко, не потому что так положено, просто купила в буфете и взяла с собой, не думая. Он был чуть живее. Сидел, облокотившись на подушку, под капельницей. Яблоко взял, кивнул в знак благодарности. Не стал делать вид, что не голоден. «Расскажите мне про себя», — сказала Виктория. Принесла стул, села рядом. «Только если хотите». Он помолчал несколько секунд. Потом начал говорить. Негромко, ровно, как будто рассказывал биографию не своей жизни, а чьей-то другой. Без надрыва, без попытки разжалобить. Михаил Сергеевич Громов, 63 года, инженер-конструктор, работал на Уралтежмаше с 1988 года по 2014. Главным конструктором стал в 2003. Когда завод закрылся, долго искал работу, предлагал себя везде, куда мог дотянуться. Не нашел. Жена ушла еще в 2009. Он рассказал об этом в одной фразе. Без подробностей, и Виктория не переспрашивала. Сын в Краснодаре, работает, семья. Звонить перестал года 3 назад. Квартиру пришлось продать. Накопились долги за коммуналку и кредит, который он брал еще когда был уверен, что найдет работу. Снимал комнату у пожилой женщины на Химмаше. 3 года, потом не смог платить. Ночлежка на Крауле. Потом улица. 8 месяцев на улице. Документы украли в ночлежке. Весной я подал заявление в полицию. Они приняли, но больше я их не видел. Сын знает? Нет. Почему не сказали? Долгая пауза. Потому что не хотел, чтобы он видел меня таким. Пауза. Это может и глупо, но я не мог. Виктория кивнула. Не сказала «это не глупо», потому что это было бы снисхождением, а он не просил снисхождения. Вы сказали вчера, не нужно было. Что вы имели в виду? Он посмотрел на нее. Долго, как будто взвешивал, насколько честно отвечать. Я имел в виду то, что сказал. Я не планировал ничего специально. Но если бы оно само, я бы не возражал. Вы хотели умереть? Я не хотел ничего. Это немного другое. Я понимаю разницу, сказала Виктория. Он посмотрел на нее с легким удивлением. Большинство людей в ответ на такое начинали уверять, что жизнь прекрасна, что нельзя так думать, что есть ради чего. Она не начала, она встала. Вас выпишут через 3 недели, если без осложнений. За это время мы разберемся с документами. У нас есть соцработник Наташа Петровна. Она занимается такими ситуациями, знает все инстанции. «Зачем вам это?» — спросил он, искренне, без подтекста. «Не знаю пока», — ответила она честно. «Но займемся. Наташа — соцработник, крупная женщина лет 50, которая за 15 лет работы видела такое, что ей уже ничего не было удивительно. Принесла Виктории папку через 4 дня. «Виктория Андреевна, я пробила его по базам. Там кое-что интересное». Виктория взяла папку, прочитала. Громов Михаил Сергеевич. До 2014-го. Главный конструктор ПО «Уралтежмаш». Кандидат технических наук.
Диссертация защищена в 96-м. 17 зарегистрированных таких патентов на изобретения в области машиностроения. Дважды лауреат областной премии в сфере промышленности. В 2011-м грамота Министерства промышленности Российской Федерации и ниже другим шрифтом, как будто из другого документа, с 2021 года, без определенного места жительства. Виктория читала это дважды, потом еще раз, от грамоты Министерства до без определенного места жительства 10 лет. Наташа, займитесь паспортом в первую очередь, потом полис, и узнайте, есть ли у него какая-то пенсия. Он работал официально 30 лет. «Уже занимаюсь», — кивнула Наташа. «Займет недели 2». Виктория отнесла папку в палату. Михаил Сергеевич сидел у окна. Его перевели из реанимации в обычную палату 3 дня назад. Смотрел во двор, на коленях лежала книга. «Михаил Сергеевич, вы не говорили, что были главным конструктором?» Он взял папку, посмотрел бегло, положил на тумбочку. «Вы не спрашивали». 17 патентов. 18, поправил он спокойно. Последний не успел зарегистрировать до закрытия завода. Документы были готовы, но завод ликвидировали раньше. Виктория помолчала. «Почему вы не пытались найти работу по специальности?» 3 года пытался. Без раздражения, просто факт. В 60 лет инженеры-конструкторы не особо нужны. Особенно те, кто всю жизнь работал в одном месте и не умеет рассказывать о себе на собеседованиях так, чтобы нанимали. Я умел конструировать, не умел продаваться. Это, как выяснилось, важнее. Виктория смотрела на него. Вы могли обратиться за помощью к кому-то из бывших коллег, к сыну. К сыну? Нет. Я уже объяснял, почему. К коллегам обращался. Те, кто мог помочь, не стали. Те, кто хотел, не могли. Это нормально. Люди заняты своей жизнью. Никакой горечи в этом не было. Просто констатация. «Что вы читаете?» — спросила Виктория, кивнув на книгу. Он показал обложку. «Стругацкие. Трудно быть Богом». «Не читали?» — спросил он. «Дуэ читала. Давно. В университете. Стоит перечитать», — сказал он. «Некоторые вещи по-другому читаются, когда уже что-то понимаешь про жизнь». Виктория взяла стул, снова села. Неожиданно для себя самой спросила, что именно по-другому. И они говорили еще час. О книге, о том, что в ней, о людях, которые могут помочь, но не могут изменить. О цене, которую платишь за то, чтобы оставаться собой, когда все вокруг говорит «стань другим, и будет лучше». Виктория потом думала, когда она в последний раз разговаривала с кем-то вот так. Не о работе, не о бытовом, а просто об идеях, о книгах, о том, как устроена жизнь. Она не могла вспомнить. За 3 дня до выписки Виктория позвонила соседке. Раиса Петровна, 71 год, вдова, живет одна в 2-комнатной квартире на том же этаже. Была человеком практичным. Муж умер 3 года назад, дети в Тюмени и Новосибирске. Приезжают раз в полгода. Свободная комната стояла пустой. «Раиса Петровна, у меня есть человек». Пожилой, интеллигентный, не пьющий. Ему нужна комната на первое время, пока не встанет на ноги. Я буду платить за первые 2 месяца. Что значит «на первое время»? Значит, пока не найдет работу или не получит жилье по другим каналам. Месяц-2, может 3. Раиса Петровна помолчала. Потом: «Привозите, посмотрю на него». Михаил Сергеевич выслушал это молча. Потом сказал: «Я не могу этого принять». «Можете. Это не благотворительность. Вы будете платить, когда сможете. Это просто временное решение вопроса». «Почему вы это делаете?» — спросил он снова. Уже 2-й раз за эти 3 недели
Виктория подумала, на этот раз ответила по-другому. «Потому что было бы глупо вас спасти и отпустить обратно на улицу. Это было бы неполная работа. Я не люблю неполную работу». Что-то изменилось в его лице. Не то чтобы он улыбнулся, просто что-то стало чуть менее закрытым. «Вы очень странный человек, Виктория Андреевна». «Мне говорили», — согласилась она. Выписка была в пятницу в 10 утра. Наташа к тому времени успела восстановить паспорт. Это заняло 12 дней и 6 походов по инстанциям, которые она описывала в деталях за чаем в ординаторской. И Паша Тимофеев слушал с видом человека, открывающего для себя параллельный мир. Полис оформили здесь же, через больничного юриста. С пенсией оказалось сложнее. Трудовой стаж был, но часть документов с завода не сохранилась при ликвидации. Наташа сказала, что займется, это месяца, на 3 работы с архивами. Раиса Петровна встретила их у двери с пирогом. Это было неожиданно и немного трогательно. Михаил Сергеевич поздоровался, поблагодарил за пирог, осмотрел комнату, небольшую, чистую, с высоким потолком и окном во двор, за которым росли старые тополя. «Хорошая комната», — сказал он. Виктория уходила через полчаса. Нужно было в больницу, вечерний обход. Михаил Сергеевич вышел в прихожую. «Виктория Андреевна», — она обернулась, — «я верну все, что вы потратили». «Когда смогу. Это не пустые слова». «Я знаю», — сказала она. В машине посидела минуту, прежде чем завести двигатель. За окном шел снег. Первый настоящий снег в этом году. Не та ноябрьская взвесь, а нормальный, белый, мягкий. Ложился на ветки тополей, на капот машины, на козырек над подъездом. Виктория смотрела на него. Думала о том, что год назад в это же время она также ехала домой после смены, по пустым улицам, в темноте, с недоеденной едой на переднем сиденье. И ни о чем таком не думала. Просто ехала. Иногда достаточно 1 секунды решить остановиться или решить не останавливаться. И от этого одного решения что-то меняется. Не в мире, в тебе самом. Она завела машину. Поехала. Прошло 4 месяца. В феврале Михаил Сергеевич позвонил ей. Днем она была в ординаторской между операциями. «Виктория Андреевна, я устроился на работу». «Куда?» «Небольшое конструкторское бюро на ВИЗе». Нашел через однокурсника. Он видел объявление, передал мне. «Консультант по технической документации». Платят немного, но платят официально. «Это хорошо», — сказала она. И имела в виду именно это без лишнего. «Хочу вернуть деньги. Встретиться». Они встретились в том самом кафе «Уют» на Сортировке, том самом круглосуточном, куда она привезла его той ноябрьской ночью. Виктория не планировала именно туда, просто так получилось. Это кафе было ближайшим к тому маршруту, и она предложила его, не думая. И только когда подъехала, вспомнила. Он пришел в нормальном пальто, темно-сером, не новом, но приличном. Постригся. Выглядел по-другому. Не так, как в больнице, и уж точно не так, как на той остановке под дождем. Прямее, спокойнее, но другим спокойствием. Не тем усталым, которое она видела тогда. Положил на стол конверт. «Здесь все, что я должен. Я считал по чекам, которые Наташа сохранила. Откуда у вас чеки?» Я попросил ее в день выписки. На всякий случай. Виктория взяла конверт, повертела, положила обратно. «Михаил Сергеевич, не нужно». «Нужно?» — сказал он. Без пафоса, просто. «Для меня нужно». «Я не прошу вас понять, почему. Просто возьмите». Она взяла. Они пили кофе. Виктория спросила про работу. Он рассказывал спокойно, невосторженно, не преувеличивая.
Небольшой коллектив, интересные задачи, зарплата скромная, но растет. Снял комнату, другую, в нормальном доме на Уралмаше. Раисе Петровне по-прежнему заходит, она его пирогами кормит, говорит, что с ним есть о чем поговорить. Он ей чинит краны и полки по мере необходимости. Виктория слушала и думала о том, что это нормальная жизнь нормального человека. Работа, съемное жилье, соседка с пирогами. Простые вещи, которые полгода назад казались недостижимыми. «Вы позвонили сыну?» — спросила она. Пауза. «Да, в январе». «Как?» «Поговорили». Он не знал почти ничего. Я скрывал. Он злился. Потом успокоился. Обещал приехать летом. Хорошо. Не знаю пока. Посмотрим. Пауза. Это сложно возобновлять то, что прервалось. Но попробовать можно. Когда уходили, он придержал для нее дверь. На улице шел снег. Крупный, медленный, февральский. «Рада, что остановилась тогда», — сказала Виктория. «Я тоже», — ответил он, хотя поначалу не был уверен. «Я знаю, они пошли в разные стороны». Она обернулась один раз. Он шел ровно, не торопясь, руки в карманах пальто. Обычный человек на обычной улице. Виктория улыбнулась. Достала ключи. Поехала в больницу. В марте позвонила Алина. Из Москвы в воскресенье вечером. «Мам, привет. Как ты?» «Нормально. Работаю». «Мам, ты всегда нормально?» «Работаю». Виктория помолчала секунду. «На этот раз правда нормально. Даже лучше, чем нормально». «Что случилось?» «Долго рассказывать по телефону. Приедешь летом? Расскажу». Алина удивилась. Мать никогда так не говорила. Обычно «все хорошо, не беспокойся, учись». А тут «расскажу». «Ладно», — сказала Алина. «Приеду обязательно». Виктория положила трубку, посмотрела в окно. Март, снег уже тает, под ногами хлюпает небо серое, но по-весеннему серое, светлее. Она подумала, иногда жизнь меняется не тогда, когда ты что-то долго планируешь и взвешиваешь, а когда просто останавливаешься посреди ночи на мокрой дороге. Опускаешь стекло, спрашиваешь, куда. Иногда человек отвечает «никуда». И это значит, ему нужна не дорога. Ему нужно, чтобы кто-то спросил. Больше она об этом не думала. Через 40 минут у нее была операция.